Кадзума Кандзи считался неудачником в семье Кандзи, которая считалась сильнейшей в использовании магии огня. Он не смог использовать немного огня и денег, потерянных на дуэли, чтобы стать фамильным волосом против своего второго двоюродного брата. Его отец был так разочарован, что выгнал его вон. Казума был опустошен, но он покинул страну, чтобы найти возможность стать сильнее, и 4 года спустя он вернулся в Японию в качестве могущественного пользователя магии ветра. Он навещает человека, который нанял его, чтобы разобраться с призраком на его территории, но обнаруживает, что тот звонил другим людям и там тоже. Другой маг, стоящий перед ним, это Юки, высокомерный мужчина из ветви семьи Кандзи. Юки оскорбляет Казуму, называя его неудачником, и велит ему убегать. Внезапно из ниоткуда появляется призрак, и Юки подходит к нему, надеясь воспользоваться этим и получить все награды. Он использует свою магию огня на призраке, который удваивает ее и возвращает ему обратно. Весь особняк в огне, и Казума использует этот шанс, чтобы заставить своего клиента увеличить его оплату в 100 раз, если он хочет жить. Мужчина соглашается на сделку, и Казума немедленно призывает духов ветра помочь ему, и с помощью их силы он задувает огонь в особняке. Один раз. Затем он заключает демона в ветровой барьер и разрезает его ветровыми лезвиями, стирая его с лица земли. После этого он пинает Юки и говорит ему перестать притворяться раненым, потому что семья Канаджи находится под защитой духов огня. И такие крошечные языки пламени не могут причинить вреда. Юки просыпается и выражает удивление, что Казума теперь может использовать магию ветра. После инцидента с клиентом Юки возвращается в особняк Канаджи и рассказывает главе семьи Юга, его дочери Аяны, отцу Казумы Дженми о том, что он овладел магией ветра, которые все удивлены, узнав, что научись этому. Ночью таинственный пользователь магии ветра нападает на Юки и его друзей, а на следующее утро Джууга и Дженма находят их трупы. Они звонят главе клана Фуга, семьи пользователей магии капризов, которые служат семье Канаджи, чтобы расследовать это дело. Фуга говорит, что мужчины были убиты магией ветра, гораздо более сильной, чем их собственные, и все думают, что виновником должно быть является Казума. Чубос все еще не верит в это, поэтому он посылает брата Юки и еще одного сильного члена семьи Бранч захватить Казуму. Аяна присоединяется к ним без разрешения, потому что она ее двоюродная сестра, но брат Юки не преклонен в том, что он сам отомстит за своего брата. Когда они добираются до строительной площадки, где его заметили, троица бежит к нему, но Аянов оказывается в ловушке из-за ветрового барьера. Она призывает свой огненный меч и использует мощную магию огня, чтобы прорваться сквозь него, но это совсем непросто. Тем временем двое мужчин нашли Казуму и обвиняют его в убийстве 3 членов семьи. Казума отвечает, что он ничего не делал, и они советуют ему сказать то же самое главе семьи. Однако Казума объявляет, что он больше не является частью их глупой семьи, и если он хочет поговорить, то должен прийти сюда. Он использует магию ветра, чтобы срезать кран и разоблачить своего шпиона из семьи Фуга, который прячется за ним. Двое мужчин предупреждают Казуму, что они применят силу, если он не будет сотрудничать, и он приказывает им действовать. Брат Юки заряжает свой огненный шар, но как раз перед тем, как он успевает атаковать, Казума манипулирует ветром, чтобы тот взорвался и вырубил его. Внезапно он чувствует злое присутствие позади себя, и скрытый пользователь ветра нападает на 2 мужчин из семьи Кандзи и уничтожает их, разрушая здание. Казума потрясен и, подняв глаза, видит руку, скрытую духами ветра. Как только рука исчезает, он замечает яркий огонь за своей спиной и оборачивается, чтобы увидеть Аяна, девушку, которая победила его и стала семейным зайцем. Аяна думает, что он убил еще 2 членов ее семьи и яростно нападает на него, а Казума продолжает говорить ей, что это непонимание, когда он уворачивается. Она не готова ничего слышать, и Казума даже обезоруживает ее, чтобы поговорить с ней, но она возвращает свой огненный меч. Казума отскакивает назад, когда Аяна призывает духов огня, чтобы дать ей силу, и атакует его, но он отбивает ее атаку, и она не может поверить, насколько сильным он стал. Казума снова говорит ей, что он не был тем, кто убивал членов их семьи, и просит ее поискать другую магию ветра, пользователь сам по себе. Затем он разочаровывает Аяны и говорит, что если она станет следующей главой семьи, то семья Кандзи обречена. С этими словами Кадзума улетает и становится невидимым, а когда порыв ветра треплет юбку Аяна, она проклинает его и говорит, что никогда его не простит. Кадзума забрался на высокое здание и понял, что кто-то пытается обвинить его в причинении вреда семье Кандзи. Но он не собирается позволять этому человеку делать все, что ему заблагорассудится. Когда Аяна сообщает новость о Казуме Джуга и Джеме, они верят, что он невиновен. Джема вызвалась привести своего сына в семейный дом, и он более чем готов применить силу, если тот не подчинится. Он звонит Казуме и просит его встретиться с ним вечером. Звук его голоса навевает на Казуму ужасные воспоминания. Когда он проиграл Аяна, Джема назвала его стыдящимся имени Канонджи, и хотя он извинялся и умолял остаться, Казума получил пощечину и был изгнан из семьи. Тогда он был слабаком, который не мог пойти против своего отца, но последние 4 года он провел в тюрьме и хочет показать ему, кто сейчас сильнее. Они встречаются ночью, и Джема сразу же просит Казуму сдаться полиции. Он отказывается и говорит ему драться с ним, если он хочет забрать его обратно. Джема принимает его вызов, а Казума атакует, используя свои ветряные клинки. Его отец парирует их все, используя свой автоматический огненный щит, даже не двигаясь с места.
После этого Джема нападает на Казуму, который может только убегать от его огня и использует ветровой барьер, так как он окружен огнем со всех сторон. Он запыхался и замечает, что огонь Джемы не сжигает ничего, кроме его цели, и из-за этого контроля он не может дышать. Его называли самым сильным огнепоклонником в семье. Джема говорит Казуме собраться с силами, потому что сейчас он не сможет сдерживаться, и он призывает на помощь духов огня, создавая мощный огненный шар. Как только он собирается запустить его, Казума использует свой секретный прием и заставляет его взорваться, управляя ветром. Однако Дженма невредим, хотя он буквально горит, и он утверждает, что он не настолько слаб или глуп, чтобы поддаться этому трюку. Он говорит, что разочарован в Казуме, который спрашивает его, когда он возлагал на него какие-либо надежды. После нескольких мелодраматических диалогов Джема решает показать сыну его истинную силу. Он призывает больше духов огня, и его огонь внезапно становится синего цвета, что является высшим уровнем магии огня. И только один человек может использовать его в течение жизни поколения. Однако у нашего героя тоже есть козырь в рукаве, и он призывает множество духов ветра, чтобы сразить Джему с их помощью. Он задувает свой огонь и вырубает его, и Джема понимает, что его сын вырос. Казума смеется, празднуя свою победу, но после победы над своим отцом он сразу же теряет целеустремленность. Позже он приходит в свой отель и чувствует, что от него прячется пользователь огня. Казума зовет его и находит своего младшего брата Рена, который пришел сюда, чтобы попросить его сдаться семье. Казума зовет его в свою комнату, чтобы поговорить, и там Рен спрашивает его, является ли он подрядчиком, который получил свою магию ветра непосредственно от короля духов ветра. Он знает, что подрядчики – самые сильные пользователи магии, и в интернете ходят слухи о легендарном подрядчике из Японии. Казума говорит своему брату, что тот идиот, но верит всему, что читает в интернете, а затем незаметно меняет тему, чтобы спросить Рена, почему он здесь оказался. Рен задает ему все тот же старый вопрос об убийстве членов семьи Канаджи, но он верит в это, когда Казума говорит, что он этого не делал. Он говорит, что Юга тоже ему поверит. И хотя Казума знает об этом, он не хочет идти к нему, потому что это будет означать сдачу семье, которая его бросила. Казума говорит, что ему все равно, даже если семья погибнет из-за могущественного пользователя ветра, и Рен начинает плакать, потому что он не смог убедить своего брата сделать это. Помоги им. Казума не может справиться со своими слезами и просит его остаться на ночь. Позже, когда Казума присматривает за спящим крапивником, он снова ощущает присутствие зла и понимает, что нападавший где-то рядом. Нападавший использует свою силу, чтобы разрезать отель пополам, и Казума не может в это поверить. Он просыпается, подбегает и хватает его, чтобы выпрыгнуть из окна. Но когда они отходят от окна, они замечают, что там была Аяна, потому что она следовала за Казумой, чтобы стать им. Когда она думает, что он убегает, потому что боится ее, срезанная часть здания соскальзывает вниз и падает ей на голову. Она бредит и думает, что Аяна подготовила это нападение из засады, чтобы убить ее. Она бы не обмочила штаны, даже если бы они были на ней, но она все еще стоит на своем, пока он использует магию огня в разрушенном здании, чтобы оставаться в безопасности. Когда здание падает на нее, Казума также совершает безопасное приземление и чувствует, что нападающий все еще рядом. Он говорит Рёну спрятаться, и сразу после этого таинственный нападающий появляется у него за спиной. Казума тепло приветствует его и говорит, что ему все равно, что бы он ни сделал с семьей Кандзи, но он никому не позволит причинить вред его брату. Казума атакует его клинками ветра, но они не оказывают на него никакого воздействия. Внезапно он слышит крик Рена и понимает, что на него напали. Пока Казума отвлекается, злодей нападает на него, но Казума уклоняется от его атаки и контратакует в воздухе, где он получает возможность внимательно рассмотреть его лицо. Злодей исчезает, а затем Казума понимает, что Рена похитили, поэтому он уходит, чтобы спасти его. Как только он уходит, Аяна выходит из-под обломков, прожигая здание насквозь, и решает убить Казуму за то, что он напал на нее таким образом. Казума отправляется прямиком в особняк Канеджи и не может найти ни одного хорошего воспоминания об этом месте. Он не хотел приходить сюда, но у него нет выбора, потому что ему нужна их помощь, чтобы спасти Рена. Как только он входит в ворота, 5 мужчин останавливают его и обвиняют в убийстве, и Казума вспоминает, что все они издевались над ним в прошлом. Они нападают на него, но их слабое пламя не оказывает на него никакого воздействия, и он уничтожает их всех. Он говорит им, что у него есть дело только к главе семьи, а не к безымянным статистам. И как раз в этот момент к ним подходит Юга, чтобы поприветствовать безлично. Он радуется, услышав, что Казума надрал задницу его отцу, но затем становится серьезным, когда узнает о похищении Рена. Кажется, он знает, кто может стоять за этим, и их мотивы тоже, поэтому он просит Казуму зайти внутрь, чтобы поговорить. Юга показывает ему книжку с картинками, в которой изображены люди, использующие магию ветра, и Казума узнает человека, с которым столкнулся. Он утверждает, что тот выглядел нечеловечески, и его окружала аура зла. И теперь Юга подтвердил его сомнения. Прежде чем он успел рассказать подробности Казуме, Аяна внезапно врывается в комнату и атакует Казуму своим пылающим мечом, но Юга приказывает ей остановиться. Она недоумевает, когда он ругает ее за то, что она убежала одна и напала на гостей. Аяна называет Кадзуму убийцей, но Джуга говорит ей, что Кадзума невиновен, а их враг — клан Фуга. Он утверждает, что человек, с которым столкнулся Казума, это Рю, сын главы клана Фуга, и все его члены пропали без вести с тех пор, как его заметили. А это значит, что все они находятся в заговоре. Аяна не может в это поверить,
потому что клан Фуга был их семьей верных слуг на протяжении многих поколений, но Джуба рассказывает ей историю о том, что произошло до этого. Он говорит, что когда-то давным-давно клан Фуга был печально известной семьей преступников, и семья Канаджи едва победила их в битве. Война 300 лет назад. Они запечатали источник силы клана Фуга, который был невероятно могущественным демоном, которому они поклонялись. Кадзума и Аяна шокированы, и Джуга предполагает, что они похитили Рена в качестве жертвы, чтобы освободить демона и снова стать более могущественными. Услышав это, Кадзума приходит в ярость, так как вспоминает другого человека, которого он любил и которого принесли в жертву. Джуга рассказывает им, что демон, которому поклоняется клан Фуга, заключен в мощную огненную печать, которая сжигает любого, кто прикоснется к ней. Единственные, кто может пережить эту силу, это непосредственные члены главной семьи Канзи, потому что они создали печать, и они же могут ее снять. Как только демон будет освобожден, он войдет внутрь одного человека из клана Фуба и наделит его великой силой, в то время как другие члены клана также получат ее. Получите способность управлять злыми духами. Джуга верит, что Рю уже является хозяином злых духов, а в следующий раз он станет хозяином демона. Он также уверен, что как только демон освободится от печати, он признает Рена членом своей вражеской родословной и всепожирающей дыры. И Дана яростно заявляет, что она этого не допустит. Она называет клан Фуба великим и говорит, что их негодование не оправдано после того, как семья Канзи приняла их и направила на правильный путь. Казума не согласен с ней и утверждает, что семья Канзи использовала их только как инструменты и никогда ничего для них не делала. Он знает, как в этой семье относятся к беспомощным людям, и поскольку семья Фуба подвергалась травле на протяжении 300 лет, они были правы, что восстали. Джуга также согласен с Казумой и говорит, что он пытался все исправить, но к тому времени, когда он пришел к власти, было уже слишком поздно. Аяму это не волнует, и он хочет пойти и спасти Рена. Она утверждает, что он был рожден не для того, чтобы быть съеденным демоном. И эти слова находят отклик у Казумы, когда он вспоминает кого-то из своего прошлого, кто сказал точно то же самое перед тем, как ее принесли в жертву. Он сказал Аяне, что она не сможет сражаться против Рю и клана Фуга в одиночку, поэтому он приедет туда, чтобы поддержать ее. Он попросил ее сжечь злых духов внутри Рю своим огненным мечом, а с остальным он разберется сам. Аяна ему не доверяет, но Джуга доверяет, и он просит Казуму помочь ему. Однако Казума делает это не ради благотворительности и говорит, что они должны заплатить ему наличными, потому что они больше не его семья. Юга соглашается заплатить определенную цену и сообщает Казуме местонахождение запечатанного демона. Казума и Аяна едут на гору, где запечатан демон, и всю дорогу продолжают припираться. Внезапно Казума чувствует присутствие зла и выбивает дверь машины, после чего хватает Аяны и выпрыгивает из машины. Как только они выходят из машины, порыв ветра разрезает машину надвое, заставляя ее взорваться. Пока Аяна смотрит на это с недоверием, Рю спускается с неба, и Казума заявляет, что не позволит ему пожертвовать своим братом. Казума говорит Аяна придерживаться ближнего боя, так как она будет в невыгодном положении против Рю в ближнем бою. Он обещает поддержать ее, и Аяна призывает свой огненный меч, бросаясь на Рю и запуская огненные шары. Он блокирует ее атаки, и даже когда она атакует его прямо мечом, ему удается защититься и отбить ее удар. Аяна ошеломлена и просит Казуму о помощи, но его уже уносит в небо. Он говорит Аяна, чтобы она сама разбиралась с Рю, потому что ему нужно немедленно спасти Рена, и улетает. Тем временем Рен находится перед запечатанным демоном, в тело которого клан Фува поместил злых духов, чтобы получить контроль над ним. Они приказывают ему снять печать, и он использует свои силы, чтобы освободить демона. Демон бросается питаться Реном, как только его освобождают, но внезапно сильный порыв ветра прижимает его к земле и уносит прочь всех членов клана Фуга. Казума появляется из циклона, спасает своего брата и связывает демона ветровым барьером. Он укладывает Рена на его каменную кровать и приводит его в чувство, изгоняя злых духов из его тела. Рен обнимает его, а Казума дергает себя за щеки, спрашивая, почему его так легко похитили такие неудачники. Как раз в этот момент поднимается Фуга и спрашивает Казуму, почему он помогает семье Канаджи, хотя сам их ненавидит. Казума отвечает, что морально поддерживает их, но Джуга только что заплатил ему 100 миллионов йен, чтобы спасти Рена, так что он не может предать его. Фуба называет его сукиным сыном-капиталистом и нападает на него, но Казума легко защищается от его нападок. Внезапно в небе появляется Рю, и Казума понимает, что он уже победил Аяна. Злые духи внутри Рю притягивают демона и освобождают его от барьера. Казума атакует демона, но это бесполезно, и демон проникает прямо внутрь Рю, превращая его в Пикколо с волосами. Лидер клана Фу счастлив и думает, что теперь они выиграют битву с семьей Канзи, но одержимый демоном Рю вырывает у него меч. Уна разворачивается к нему и мощной атакой убивает весь клан Фуба, прежде чем улететь. Кадзума сам справился с собой и побежал с ветровым барьером и понял, что демон вырвался на свободу после того, как так долго находился в ловушке. Он знает, что прямо сейчас Рю направляется в дом Кеннеди, чтобы отомстить. Несмотря на то, что Казуме на самом деле наплевать на них, ему нужно, чтобы Юга остался жив и отдал ему деньги за вознаграждение. Поэтому он решает прилететь к нему, но перед этим ему нужно забрать тяжело раненую Аяна. Кадзума осматривает
осматривает ее и обнаруживает, что она была заражена злыми духами, и такими темпами ее тело будет повреждено, и она умрет. У него есть лекарство, чтобы спасти ее, но он говорит, что оно слишком редкое и дорогое, поэтому он не хочет давать его ей. Рен протестует против того, что Аяна умрет с такой скоростью, но Казуми все равно. Напротив, он думает, что это будет хорошей новостью, поскольку Рен может стать продолжателем фамилии в ее честь. Услышав это, Рен приходит в ярость, и его огонь разгорается, когда он просит у Казумы лекарства. Это именно то, чего он хотел, потому что, разозлив Рена, он поможет ему быстрее реализовать свой потенциал. Кадзума дает Аяна лекарство, но она не может пить из бутылочки. Ты знаешь правила, и Кадзума тоже знает, и он скармливает Баина фарш через поцелуй. Она сразу же исцеляется, и когда она открывает глаза, то ошеломлена увиденным зрелищем. Она колеблется между застенчивостью и яростью, когда спрашивает Казуму, что он пытался сделать. Рен обнимает ее и рассказывает, что Казума использовал редкое лекарство под названием эликсир, чтобы исцелить ее, и Аяна не может в это поверить, потому что эликсир встречается реже, чем маленькая подружка. Она вынуждена поблагодарить Казуму, но он не хочет, чтобы она чувствовала себя обязанной, потому что он выделит еще 100 миллионов иен на ее лечение. Спасаю ее от ее отца. Аяна начинает злиться, но затем Казума обвиняет ее в том, что она так легко проиграла битву. Он говорит ей бросить меч и взять кухонный нож, как подобает хорошей женщине, и Аяна приходит в еще большую ярость. Она нападает на него, но он останавливает ее и говорит, чтобы она поступила так со своими настоящими врагами. Он крутит ее, а затем зовет Рена, и после этого семья из милого дома в Алабаме улетает. Они замечают одержимого демоном Рю, и Казума опасается, что его воздействие может пробудить и других злых духов и демонов. Когда Рен видит, как какие-то злые духи поднимаются из-под земли, он спрыгивает вниз и нападает на них, говоря своему брату, чтобы тот оставил ему картошку фри. Казума и Аяна вскоре сталкиваются лицом к лицу с Рю. Аяна бросается на него со своим огненным мечом, а Казума поддерживает ее сильным ветром, но Рю все равно сильнее их. Он появляется позади Аяны и нападает на нее, почти избивая. Когда она, шатаясь, идет вперед, блокируя его удар, Казума ловит ее. Затем Риф вызывает темные торнадо, и Казума говорит Аяна сосредоточиться на том, чтобы сразить его своим мечом, а он разберется со своей магией ветра. Он открывает путь внутри торнадо, чтобы позволить Аяна добраться до врага, в то время как он собирает духов ветра и посылает высокий торнадо, чтобы пронзить облака. Торнадо обрушивается на Рю и прижимает его к земле, выравнивая все вокруг. Аяна поражена силой Казумы и, увидев, что Рю повержен, атакует его, но он все равно блокирует ее атаку. Видя, как она борется с врагом, Казума решает использовать свою истинную силу, чтобы выиграть этот бой. Он просит Диану занять Рю, пока он готовит что-то грандиозное. Она расстроена тем, что он не помогает ей бороться, и вымещает все свое раздражение на Рю. Пока она сражается, Казума медитирует, и в его сознании открываются врата духа, и он просит силы у короля духов. Тем временем Аяна была побеждена Рю, и поскольку она лежит на полу без своего меча, она думает, что не сможет победить. Однако она не готова быть такой жалкой неудачницей, и как раз в тот момент, когда Рю собирается напасть на нее, она призывает свой меч и эволюционирует. Она атакует его своим мощным оранжевым пламенем, нанося много урона, прежде чем отрубить ему руку. Затем Аяна падает на колени и создает область огня, которая сжигает все в радиусе своего действия. Рю получает много урона, но несмотря на все усилия Аяна, он все еще жив. Сейчас она в ужасе от своей судьбы, потому что у нее больше нет сил бороться с ним. И вдруг Казума подходит к ней сзади и говорит, что она хорошо справилась. Она наклоняется к нему и замечает, что его глаза стали голубыми. Казума говорит ей, что голубые глаза – это знак короля духов ветра, который он получил после заключения с ним контракта. Оставив Аяна в недоумении, Казума идет к Рю и использует свою силу против него. Он создает гигантский торнадо, который виден из космоса и который давит на Рю со всех сторон. Атака Казумы полностью остановила его движение, и он говорит ошеломленной Аяна, что это ее шанс нанести удар. По его сигналу Аяна бросается к Рю и пронзает его своим мечом. Он взрывается и попадает на небеса после очищения, и сразу после этого Казума теряет силу и падает на землю. Аяна спрашивает его, не смог бы он выиграть бой в одиночку, так как он контрактник, и Казума отвечает только возможно. Аяна говорит ему, что он должен был помочь ей раньше, используя эту силу. Но Казума отвечает, что она чувствовала бы себя проигравшей всю свою жизнь, если бы он спас ее до того, как она успела что-либо сделать. Он похвалил ее завершающую атаку, и его рис начал медленно завоевывать сердце Аяна. Вскоре туда приходит Рен и видит миссис Аяна в изодранной одежде на Казуме. Он оборачивается, думая, что они снимают только для ее поклонников, и Аяна приходит в такую ярость, что немедленно нападает на Казуму. Вскоре Джуга устраивает вечеринку в своем доме, чтобы отпраздновать завершение инцидента с семьей Фуга, и главный гость Казума опаздывает на вечеринку. Джуга приветствует его, несмотря на то, что другие люди не в восторге от его присутствия здесь. Казума садится на свое место, а Рен обнимает и ласкает его, но он относится к нему холодно и расстраивает его. Пока Аяна утешает Рена и набрасывается на Казуму, синеволосая девочка по имени Мисао кланяется ему. Она из ветви семьи Канеги и была назначена личной служанкой Казумы. Ему интересно услышать, что она без колебаний обслужит его даже в постели, и
он собирается поцеловать ее прямо здесь и сейчас, когда Аяна пинает и разнимает их. Она защищает Мизо, говоря ей, что ей не нужно ничего делать для этого человека, но та отвечает, что Казума отомстил за ее брата, поэтому она должна делать все, что хочет. Аяна утверждает, что у него уже есть деньги на эту работу, и Кадзума согласился, добавив, что он частично виноват в смерти брата Мисао. Он утверждает, что даже если бы он не вырубил его взрывом раньше, он не смог бы уклониться от атаки Рю, но он мог бы это сделать. Каким-то образом я пережил это. Услышав это, Мизо щелкает выключателем, и она дрожит от ярости. Кадзума говорит ей перестать сдерживать свои чувства, а она воспринимает его слова всерьез и нападает на него со спрятанным ножом. Однако он не может пробить барьер Казумы. Айгана забеспокоилась и просит своего папу перестать пить чай и сделать что-нибудь, поэтому он говорит Казуме наказать наглую девочку, или они сами решат, как ее наказать. Казума отвечает, что в этом нет необходимости, потому что он никогда не подвергался какой-либо опасности. Тюга все еще не может смириться с поведением Мисао, поэтому он сажает ее под домашний арест на месяц. Мисао плачет и визжит, когда спрашивает Казуму, почему ее брат должен был умереть, а он отвечает, что был слаб. Аяма ругает его за неполиткорректность, но Казуму это не волнует, и он покидает вечеринку. Позже Аяна злится из-за того, что произошло ранее, и когда она возвращается из школы, ее друзья предполагают, что она поссорилась со своим парнем. Она взволнована, так как утверждает, что в ее жизни нет парня, как вдруг там появляется Казума с симпатичной блондинкой. Видя, как очаровательная девушка прижимается к Казуме, Аяма начинает ревновать, а потом она замечает, что они ехали из района полного отелей любви. Женщина спрашивает Казуму, является ли эта девушка его девушкой, потому что она выглядит рассерженной, увидев их вместе, но он говорит ей не обращать на нее внимания, потому что она всегда злой. Они уходят, а блондинка Тансеина приходит в ярость, но все еще не признается в своих чувствах к Казуме. Она убегает, сказав своей подруге, что у нее есть важное дело, и отправляется на поиски Казумы. Когда она не может его найти, она зовет Рена на подмогу, но им обоим не удается его найти. Однако, когда они делают перерыв, Рен замечает Казуму в кафе, и Аяна заставляет его спрятаться. Они продолжают наблюдать за Казумой, который, похоже, кого-то ждет, и вскоре упускает возможность прийти туда. Когда она выходит из кафе, держа Казуму за руку, Аяна и Рен не могут поверить, как быстро она развернулась на 180 градусов после своего утреннего выступления. Они решают преследовать их, и хотя Казума замечает их, он не обращает на них никакого внимания. Миссио приводит его в отель для влюбленных, и Аяна так разъярена, что сжигает столб, что, честно говоря, является тревожным сигналом для любого мужчины, который ценит свои драгоценные части тела. Однако в отеле Мисао расстается с Кадзумой, и внезапно снайпер стреляет в него. Сразу же туда прибывают другие наемники и изрешечивают Кадзуму пулями, прежде чем забросать его гранатами. После того, как атака закончилась, Мисао считает, что она успешно отомстила. Аянов и Рун пришли к ней, чтобы встретиться лицом к лицу, и она велела им забрать его тело домой. Но они указывают на то, что Казума еще не умер. Его даже нет перед ними, а потом внезапно торнадо сметает наемников. Мисс Ева не может в это поверить и зовет своего снайпера, чтобы он выстрелил еще раз, но Казума говорит ей, что он тоже расправился с ним. Он говорит Миса, что ее план был хорош, но им не хватало огневой мощи. Он утверждает, что она изменилась, но ей кажется, что он никогда ее не знал. После этого Аяна задерживает Миса, но она выбрасывает свою сумочку и убегает. Аяна и Рен преследуют ее, и Казума подбирает сумочку, вспоминая, что прошло 10 лет с тех пор, как он впервые встретил Мисс Аут. Суман, Аяна загоняет Мисс Аут в угол на крыше и заявляет, что она будет наказана за свои действия. Девочки готовы драться, когда Казума приходит к ним, чтобы вернуть сумочку, и говорит Аяна, что она не имеет права причинять вред Мисс Аут, когда она всего лишь пыталась убить его. Аяна отвечает, что она будет возвращаться, чтобы отомстить снова и снова, если ее не накажут должным образом. Но Казуме все равно, потому что она никогда не сможет быть достаточно сильной, чтобы противостоять ему. Ракета приходит в ярость, услышав это, и атакует Казуму слабыми огненными заклинаниями в упор, но его барьер ветра блокирует все. Ракета продолжает безрассудно атаковать его и проклинает за то, что он убил ее брата. Скоро начнется дождь, и ее костер погаснет. Она падает на колени и начинает плакать, и как джентльмен Казума пытается накинуть на нее свою куртку, но она отбрасывает ее, говоря, что никогда не простит он. Кадзума говорит ей делать все, что ей заблагорассудится, и уходит, а Аяна и Рен следуют за ним. Когда Мисао остается одна на крыше, она слышит, как кто-то зовет ее сзади и спрашивает, нужна ли ей сила, чтобы отомстить. Мисао, даже не глядя на него, принимает странную силу, которую он предлагает, и думает, что он ее ангел-хранитель. Она получает способность управлять слизью и убивает незнакомцев, чтобы впитать их жизненную силу, и становится сильнее, делая это. Этот инцидент доходит до семьи Канаджи, и вскоре Аяна приходит в гостиничный номер Казумы с инструкцией о работе, присланной ее отцом. Она показывает ему фотографии многих жертв, которые умерли после того, как что-то высосало из них жизнь. Все эти случаи произошли совсем недавно, и Юга хочет, чтобы Казума расследовал их, потому что когда пользователи хорошо разбираются в вещах. И поскольку у них больше нет клана Фува, который мог бы им помочь, они могут положить только на него. Чугов попросил Аяну сотрудничать с Казумой и убить преступника, как только он их найдет. Но когда она смотрит на его куртку, ей
Ей вспоминается случай, когда Казума, кажется, очень заботится о Ракете, несмотря на то, что она пыталась убить его. Она задается вопросом, почему у него есть слабость только к Ракете. Внезапно Казума заговаривает и вырывает ее из задумчивости. Он говорит ей, что недавнее убийство, похоже, дело рук демона, и ему не нужна ее помощь, чтобы разобраться с ними, потому что она будет только обузой. Услышав это, Аяна приходит в ярость и оставляет руну, сказав Казуме, что она не поможет ему, даже если он попросит об этом. Она избивает случайных прохожих на улицах, чтобы выплеснуть свою ярость, и Казума замечает ее с крыши отеля. Это было именно то, на что он надеялся. Он хотел разозлить ее и сделать гиперактивной, что сделало бы ее идеальной приманкой для высасывающего жизнь демона. Вскоре его приманка привлекает жертву, и Аяна с друзьями оказываются на незнакомой улице, где царит жуткая атмосфера. Внезапно из трещин начинает сочиться странная слизь, и девочки оказываются загнанными в угол на узкой улочке после того, как некоторое время бежали. Аяна достает свой меч и начинает разрезать слизь, но так как ей приходится иметь дело с врагами с обеих сторон, она быстро устает. Казума все это время не спускал с нее глаз, и он думает, что это идеальный шанс для него вступить в бой. Он выходит на пустую улицу и использует магию ветра, чтобы попасть в странную зону, где девочки оказались в ловушке. Аяна рада его видеть, но Казума говорит ей сосредоточиться на предстоящей битве, пока он разбирается со слизью, надвигающейся сзади. Она подчиняется его команде и начинает огненную атаку на слизь, сжигая ее. Переулок возвращается в нормальное русло, и Аяна благодарит Казуму за его помощь, но он также благодарит ее за то, что она была хорошей приманкой. Она пришла в ярость, узнав, что он использовал ее, но Казума улетел, сказав, что из-за ее нежелательной помощи он нашел вдохновителя, и она последовала за ним. Казума обнаружил, что Мисио является виновником этого инцидента. Он идет в парк, где она сидит и как бы невзначай излучает ауру орла. Казума спрашивает ее, понимает ли она вообще, что делает, и она отвечает, что становится сильнее, чтобы отомстить за своего брата. Она уверена, что, впитав жизненную силу тысяч людей, она превзойдет Казуму и убьет его. Как раз в этот момент Аяна прибывает на место, готовая сражаться, но Казума и Мисао говорят ей держаться подальше от этого. Аяна достает свой огненный меч, говоря, что она не простит Миса за убийство невинных людей, но Казума останавливает ее. Сопротивляясь, она накрывает себя огнем, и, увидев этот шанс, Мисао убегает, потому что знает, что пока не готова сражаться с Казумой. Она исчезает как раз в тот момент, когда Аяна собирается напасть на нее, и Аяна спрашивает Казуму, почему он позволил ей убежать. Она говорит ему, что теперь семья Кандзи возьмет на себя роль наказания за нее, но Казума говорит ей, что он никому не позволит вмешиваться в то, чего он хочет. Он гасит огонь Аяны и исчезает, оставляя ее в недоумении, что ей делать дальше. Она возвращается домой и рассказывает обо всем Юга, а он назначает наказание непосредственным родственникам Миса. Отец Миса хочет убить ее, и он уже отрекся от нее. Шуга выгнал Кадзуму с работы и нанял другую группу, чтобы помочь им расследовать дело сбежавшей девочки, но Кадзума сказал ему, что он все еще будет преследовать ее. Отец Миса считает, что он не может наказать свою девочку из-за вмешательства Казумы, и Аяна вызвалась остановить Казуму ради них. Они руководят духовным отделом полиции, где детектив Кири, та самая женщина, которую Аяна видела с Казумой ранее, рассказывает им о местонахождении Мисао. Когда Кири говорит Аяна, что их отделение недавно сформировано, и они хотят, чтобы к ним присоединились талантливые пользователи магии, она спрашивает, пыталась ли она помочь Мисао. Завербуй Казуму в тот же день. Кири смеется, говоря, что это было ее личное дело, и Аяна приходит в ярость. Как раз в этот момент начинается шоу, в котором семья Мизо противостоит ей. Кири спрашивает Аяна, не собирается ли она присоединиться к акции, но та отвечает ей, что ее единственная задача – остановить Казуму на достаточное время, чтобы другие могли убить Мизо. Она уверена, что сможет удержать его в течение нескольких минут, и именно поэтому она также взяла с собой Ран в качестве мясного щита. Аяна смотрит прямую трансляцию драматического воссоединения Мисао и ее семьи. Она надеялась, что Аяна придет сюда, чтобы убить ее, потому что она испытывает ревность из-за того, что привлекает все внимание Казумы. Аяна приходит в ярость, услышав это, и бросается разбираться с сквернословящей девочкой, когда внезапно Кири говорит ей, что Казума сейчас придет сюда. Поэтому она берет Рен вместе с ней и выбегает на улицу, чтобы остановить его. Аяна забирается на крышу, гадая, как долго она сможет продержаться против Казумы, когда видит, что он летит в их сторону. Она выпрыгивает из здания и, падая, запускает в него огненными шарами, но он блокирует все ее атаки. Аяна призывает свой меч, чтобы атаковать его, но он блокирует и это, и говорит ей, что это был неплохой ход. Он внезапно исчезает, и Аяна свободно падает, пока он не удерживает ее в последний момент. Аяна краснеет, а затем говорит Казуме, что она напала на него с намерением убить, поэтому он роняет ее, а Рен спасает ее, действуя как подушка. После того, как он спускается, Казума спрашивает ее, действительно ли она думала, что сможет остановить его, и Аяма уверенно говорит ему, что она может это сделать. Она ставит перед собой красное и заявляет, что теперь Казума не может напасть на нее, так что она может сдерживать его столько, сколько захочет. Она просто хочет подождать, пока ракету накажут, но Казума говорит ей, что она все неправильно поняла. Он начинает обратный отсчет с 3, и внезапно в церкви, где находилась Мисао, происходит взрыв злой ауры. Кадзума и другие бегут в церковь и обнаруживают, что Мисао убила всю свою семью в одиночку. Она улыбается, когда Кадзума подходит к ней и спрашивает, что она чувствует по поводу убийства своей семьи. Мисао отвечает, что они были просто заносчивыми придурками, а ее единственной семьей был брат, который умер из-за Казумы. Она высвобождает свою злую ауру
ветру, объявляя, что пришло время отомстить, и призывает свое темное пламя, чтобы напасть на Казуму. Он блокирует первую атаку и даже поток темных огненных шаров, который следует за ней. Мисао застигнута врасплох, и Аяна говорит ей, что даже Рен сейчас лучше нее, так что она не может даже прикоснуться к Казуме. Мисао не верит ей и говорит, что ее ангел сказал ей, что она достаточно сильна, чтобы убить Казуму прямо сейчас. Как только она это говорит, появляется ангел, о котором ходят слухи, и он выглядит как обычный мальчик. Мисао садится перед ним за стол и просит его показать ей способ победить Казуму, но мальчик говорит ей, что она не сможет победить его с ее нынешней силой. Она ошеломлена и спрашивает, почему он говорит это, хотя ранее он сказал ей, что она достаточно сильна, чтобы убить его сейчас. Мальчик насмехается над ней, говоря, что она была простой идиоткой, которая поверила его лжи. Предел силы, который человек может контролировать, был ограничен при рождении, и никто не может превысить этот предел, независимо от того, сколько энергии он может поглотить. Мисса приходит в ужас, когда мальчик напоминает ей о невинных людях, которых она убила, и она сходит с ума, прежде чем упасть в обморок. Аяна и Рен бегут к ней, но их отбрасывает злая аура. Казума понимает план мальчика, стоящего перед ними. Он использовал Мису как инструмент, чтобы поглотить больше силы, чем она могла выдержать, и теперь он собирался украсть ее у нее. Мальчик подтверждает его теорию, говоря, что ему нужен был член семьи Канэйдзи в качестве медиума, чтобы собрать достаточно силы, чтобы победить Казуму. Затем он представляется как заклятый враг Майкла Казумы. Он произносит крылатую фразу о стремлении к истине во имя звезд и мудрости и заявляет, что он здесь, чтобы отомстить своему хозяину. Казума помнит эти слова, потому что они связаны с его худшими воспоминаниями. Человек, убивший девушку в ее воспоминаниях, написал те же строки, прежде чем принести ее в жертву, и Казума понимает, что он был учителем Майкла. Он в ярости и говорит мальчику, что отправит его в ад, как и его учителя. Он атакует его клинками ветра, но они не оказывают никакого эффекта. После этого Майкл поднимает Мизаль, и внезапно темная слизь окружает ее и переливается через край, пока не принимает форму дракона. Майкл забирается на голову дракона и заявляет, что убьет Казуму этим. Он предупреждает его, что Миссио использовалась в качестве ядра дракона, поэтому если дракон будет уничтожен, она тоже умрет. С этими словами он входит в тело дракона, чтобы управлять им. Дракон атакует их темным пламенем, и пока они уворачиваются, Казума спрашивает Аяна, может ли она очистить только дракона, не причинив вреда девочке. С помощью особой способности семьи Кананджи, Аяна отвечает, что она еще не освоила этот навык, и Казума теряет уверенность в себе из-за своей бесполезности. Дракон снова нападает на них, и увернувшись от него, Аяна спрашивает Казуму, серьезно ли он относится к спасению ракеты. Он отвечает, что в любом случае хочет, чтобы она продолжала жить, и Аяна ревнует и обижается. Она бросается к дракону и атакует его голову, но она восстанавливается. Аяна продолжает уклоняться от его атаки, удивляясь, почему Казума так беспокоится о промахе, но она отвлекается на эти мысли, и дракон получает шанс атаковать ее щупальцами. Она вот-вот пострадает, когда Казума прилетит, чтобы спасти ее, и улетит прочь. Дракон нападает на него сзади, но Рен сжигает его щупальца, чтобы прикрыть свою спину. Аяна все еще ревнует и спрашивает Казуму, почему он спасает ее, когда ему нужна только Мизу, и он отвечает, что хочет спасти ее и всех остальных тоже. Он говорит, что его сила бессмысленна, если он не может никого спасти, и как только он заканчивает говорить, они приземляются в его сейфе. Зона. Казума заявляет, что он спасет всех и убьет Майкла, чтобы одержать абсолютную победу, и ни у кого не будет с этим проблем. Внезапно он чувствует слабость и понимает, что только что получил травму, защищая Аяна. Аяна просит его дать ему немного времени, чтобы остановить кровотечение и оправиться от травмы, но Казума говорит ей, что он должен пойти и спасти всех. Аяна сердится и говорит ему позаботиться о своей собственной жизни, прежде чем он сможет спасти других. Она ругает его, говоря, что он никого не спасет с такой травмой, и обещает держать дракона на расстоянии, пока он не поправится. Казума обнимает ее и благодарит, говоря, что в будущем она станет хорошей женщиной. Аяна взволнован, а потом он просит ее поддержать дракона 5 минут, так как это все, что ему нужно, чтобы прийти в форму. Аяна идет поддержать Рена, который сражается с драконом в одиночку. Он потрясен, увидев кровь своего брата на Аяна, но она говорит ему довериться ему. Пока они продолжают сражаться с драконом, Казума медитирует и открывает врата в мир духов, чтобы использовать всю мощь подрядчика. Он прибывает на поле боя как раз в тот момент, когда Аяна собирается сложить и усилить меч своего пламени, своей магией ветра, чтобы превратить его в голубое пламя. Казума посылает ее вперед, используя толчок магии ветра, и она рассекает темный огонь слизистого дракона, а затем атакует его голову. Всего одного удара достаточно, чтобы все тело дракона охватило пламя, и оно сгорело и расплавилось. Аяна падает, но Казуна удерживает ее, и они сталкиваются лицом к лицу с Майклом, который выползает из-под обломков, удивляясь, почему он проиграл. Он думает, что даже после поглощения силы тысяч людей он не смог победить Казуму. Но когда он видит его голубые глаза, он понимает, что он наемник. Майкл проклинает его, когда голубое пламя пожирает его, и он умирает. Миса без сознания, и Казума накрывает ее своим пальто, приказывая ей немедленно возвращаться домой. Она не хочет этого делать, потому что теперь, когда она осознала, какие непростительные грехи совершила, она хочет умереть. Казума называет ее идиоткой и говорит, что одной ее смерти будет недостаточно, чтобы расплатиться за все преступления, которые она совершила. Он говорит, что смерть будет
находит самым простым выходом, и Мисио плачет, спрашивая его, что ей следует делать в таком случае. Казума говорит ей продолжать жить, чтобы она могла расплатиться со своими долгами. Он хочет, чтобы она начала с него, потому что она доставила ему больше всего неудобств. Он просит ее заплатить ему своим телом, и мисс Аут действительно готова это сделать. Однако Аяна не может допустить, чтобы Казуме повезло, и она нападает на него прежде, чем он успевает дотянуться до мисс Аут. На этом инцидент исчерпан, и зимой Казума, Аяна и Рам отправляются посетить храм, где мисс Ао служит монахиней. Казума чувствует себя преданным, потому что она не отплатила ему так, как он хотел раньше, и он проклинает Джуга за то, что тот предложил ей присоединиться к храму. Когда они идут к святилищу, Мису спрашивает Казуму, почему он так старался спасти ее, и он вспоминает воспоминания из своего детства. Над ним издевались люди из разных семей за то, что он не умел пользоваться магией, и они сожгли его просто чтобы посмеяться над ним. В тот раз Мисса вступилась за него и остановила хулиганов, так что он хотел поблагодарить ее за это. Она не может поверить, что он зашел так далеко только из-за одного этого инцидента. После молитвы Кадзума говорит Миса, что скоро придет к ней, чтобы забрать ее долг, и она действительно не хочет, чтобы монашество помешало ей в этом. Аяна это не нравится, и она продолжает приставать к Кадзуме, который молча уходит. Несколько дней спустя Аяна узнает, что в ее школе происходят какие-то сверхъестественные неприятности, поскольку таинственные огни видны даже тем, кто не может видеть духов. Аяна говорит Юга, что она не почувствовала ничего злого в своей школе, и он отвечает, что даже если духи в этом районе и есть не злые, нормалы все равно будут сходить с ума, увидев их. Он хочет, чтобы Аяна взялась за это дело, и она более чем готова это сделать. После этого Джуга говорит ей, что он также нанял для нее телохранителя, на что она отвечает, что никто из побочных семей недостаточно хорош, чтобы защитить ее. Как раз в этот момент туда приходит Казума и говорит ей, что он ее телохранитель по найму, и Аяна волнуется. Она ссорится с ним, утверждая, что ей не нужна его помощь, а Юга вздыхает, когда говорит, что передаст расследование в специальное полицейское подразделение в этом случае. Аяна представляет, как Кири проводит время наедине с Казумой ночью, пока они исследуют школу, и она не хочет, чтобы они подходили близко, поэтому берется за это дело. Кадзума тащит ее за собой в школу, где Аяна спрашивает его, почему он взялся за такую мелкую работу. Он отвечает, что Джуга живой банкомат, и он платил ему хорошие деньги даже за такие глупые задания. Когда они входят в школу, Аяна что-то чувствует и спрашивает Казуму, чувствует ли он то же самое. Однако он говорит, что он всего лишь телохранитель, и ему платят ровно столько, чтобы он мог этим заниматься. Она расстроена и решает действовать самостоятельно. Она собирается запустить огненным шаром в кусты, но Кадзума сбивает ее с ног, и она промахивается. Она набрасывается на него, спрашивая, почему он подставил ей подножку, а он называет ее идиоткой, прежде чем указать ей на кусты. Друзья Аяна, желтые и синие, прятались там, и они пришли сюда, чтобы увидеть таинственные огни. Аяна спрашивает их, откуда они знают об этом инциденте, когда он должен быть совершенно секретным, и желтый смеется, утверждая, что она работает как на КГБ, так и на ЦРУ. Так что она знает все секреты школы. Аяна велит своим друзьям разойтись по домам, но они не хотят пропустить редкое сверхъестественное явление в своей школе. Они утверждают, что нет необходимости бояться духов или привидений, потому что Аяна с ними. И если ситуация выйдет из-под контроля, Казума спасет их. Он говорит им избавиться от своих иллюзий, потому что ему заплатили только за то, чтобы он защищал Аяна, и он не будет беспокоиться о них. В то время как Аяна в ярости от его отношения, ее друзья думают, что Казума имел в виду это как романтический жест, сказав, что он будет защищать только свою девочку. Аяна расстроена, но она не может отправить своего друга обратно, поэтому соглашается взять их с собой. Как только они оказываются внутри школы, Желтый рассказывает о 7 тайнах своей школы, и единственной уникальной из них является шепчущее вишневое дерево. Аянов опровергает слухи и говорит, что если бы здесь было что-то подозрительное, Казума бы это уже обнаружил. Как только она это говорит, он останавливается и стреляет в ветер в обратном направлении, и тот начинает приставать к девочкам с еще большей силой. Аяна в ярости и думает, что Казума сделал это нарочно, но он уверяет ее, что не стоял за этим. Внезапно прямо мимо них пролетает таинственный свет, и друг Аяна делает несколько снимков. Они хотят большего и идут вперед, в то время как Аяна требует, чтобы Казума объяснил все, что ему известно о ситуации. Он отказывается вдаваться в подробности, и Аяна притягивает его к себе, но он вырывается из ее объятий, целуя ее в нос. Она очень волнуется, когда внезапно из-за ее спины появляется плавающий свет и ударяет ее по голове. Аяна падает, а затем таинственный свет говорит всем людям разойтись по домам, иначе они столкнутся с последствиями. Аяна в ярости атакует свет огнем, и голос, исходящий от него, дрожит, когда он улетает, приказывая ей держаться подальше. Она собирается напасть снова, но Кадзума останавливает ее и сдувает огонь, прежде чем это вызовет какой-либо инцидент. Аяна спрашивает его, почему он остановил ее, и он отвечает, что чувствует, что таинственный свет что-то замышляет, и он хочет найти его убежище, следуя за ним. Аяна не совсем уверена в этом, но она позволяет Казуме взять инициативу в свои руки. Вскоре таинственный огонек начинает еще больше подшучивать над девочками и заставляет их парить, используя сильный ветер. Когда они падают на землю, Аяна злится и гонится за огоньком, но получает мокрый удар током в лицо и падает с лестницы. Это еще не конец, так как таинственный огонек продолжает причинять вред, заставляя девочек поскользнуться на воске, бросая в них статуэтку, а затем обливаем их холодной водой. Они прячутся в классной комнате, чтобы обсохнуть, и Аяна подозревает, что Казума что-то скрывает от нее. Однако он наклоняется к ней через плечо и читает несколько милых
стихов из Библии Реза, чтобы заверить ее, что он защитит ее, несмотря ни на что. Аяна убеждена в этом, и вдруг Казума замечает, что на заднем дворе собираются все ветры. Группа решает проверить это, и Аяна спрашивает Казуму, почему он не заметил этого раньше. Он отвечает, что присутствие чего бы то ни было, вызывающего этот вред, естественно, поэтому его трудно точно определить. Как только они заходят на задний двор, на голову Аяна падает ведро, а ее друзья смеются и щелкают фотографии. Она в ярости расплавляет ведро, а затем достает свой огненный меч и атакует таинственный огонек, хотя тот просит тайм-аута. Когда Казума говорит ей остановиться, она начинает плакать, потому что никогда раньше ее так не унижали. Затем Казума приказывает парящему огоньку подойти к нему, и голос говорит ему поймать его, если он сможет. Он доказывает, что может сделать это очень легко, и несколько раз ударяет огоньком о землю, используя силу ветра. Затем он хватает световой шар и обнаруживает внутри него маленькую озорную фею ветра. Она подмигивает, представляется как Тиана и говорит, что делает все возможное, чтобы держать людей подальше от этого места по ночам, потому что они ей не нравятся. Аяна все еще злится и собирается напасть на нее, когда Казума приказывает ей остановиться. Ее друзья замечают, что фея и Аяна одного ментального возраста, и они оба обижаются на это заявление. Все смеются над ними, потому что они ведут себя точно так же, как друг с другом. И тогда Казума говорит Аяна, чтобы она так не расстраивалась, потому что он пригласит ее на ужин, чтобы загладить свою вину. Вот это. Она взволнована, когда ее друзья поздравляют ее с первым официальным свиданием. Но она все равно не упускает возможности посоветовать ему заказать столик в самом дорогом ресторане в городе. После этого они поворачиваются к фее и спрашивают, что она здесь делала. Она отвечает, что она здесь для того, чтобы исполнить последнее желание умирающего старого друга. Она летит к увядшему вишневому дереву и зовет других фей, которые кружат вокруг дерева, возвращая его к жизни. Дерево внезапно расцветает в полную силу, и все удивляются. Сильный порыв ветра сдувает лепестки с цветка, а затем дерево возвращается к своему мертвому состоянию, когда феи улетают прочь. Когда группа возвращается домой, девочки говорят, что феям можно простить их шалости, потому что они усердно трудились, чтобы защитить пейзаж. Однако Казума с ними не согласен и говорит, что если бы феи действительно хотели защитить пейзаж с цветущим деревом, они бы это сделали ничего. Они устраивают переполох, чтобы привлечь внимание, не потому, что они глупы, а потому, что хотят избавиться от глупых людей, над которыми можно подшутить. Аяна приходит в ярость, услышав это, и проклинает фей, в то время как ее друзья наконец понимают, что Казума знал об этом с самого начала, но он не сказал ей правды, потому что ему также нравилось видеть, как ее разыгрывают. Позже Аяна продолжает тренировать демонов, в то время как Казума выступает в роли ее телохранителя, но у него не так уж много дел. Они продолжают ссориться, как всегда, но они начали лучше ладить, и Казума приглашает ее на ужин каждый раз, когда они вместе отправляются на задание. Аяна всегда заказывает самое дорогое блюдо в самом дорогом ресторане, но Казума неприлично богат, так что это его не беспокоит. Однажды, когда они ужинали, он услышал, как фея ветра называет его подрядчиком, и встал из-за стола, сказав Аяна, что произошло нечто важное. Он встретил фею Тиану на улице и спросил ее, как она узнала, что он подрядчик. Она рассказывает, что вождь ее клана рассказал ей об этом и попросил связаться с подрядчиком, потому что он единственный, кто может помочь найти украденное сокровище их клана. Тиана умоляет Казуму забрать это сокровище у человека, который его забрал, иначе весь их клан может вымереть. Казума просит награду за работу, и Тана говорит, что они феи ветра, так что на этот раз он может дать им свободу действий, так как он работает на король духов ветра. Казума оттолкнул ее, сказав, что даже если у него есть контракт с королем духов, он не будет давать им ничего бесплатно. Тиана умоляет его помочь им и предлагает золото и драгоценности, которые есть у них на родине, в качестве платы, поэтому он соглашается на работу. Тем временем в другом месте Рин возвращается из дома своего друга и видит симпатичную девушку, сидящую в парке. Он загипнотизирован ее голосом и взглядом и идет к ней, даже не осознавая этого. Девочка приветствует его и просит поиграть с ней, и Рен не может перестать краснеть. Он соглашается поиграть с ней, но перед этим закутывает ее в свою куртку, потому что на улице слишком холодно. Они садятся на качели, где девочка представляется как Аюми. Она выглядит грустной, но ей весело играть с Реном. Когда они собираются уходить, он говорит, что им нужно еще потусоваться, и она внезапно становится мрачной. Как раз в этот момент Эван останавливается перед ними, и из него выходит несколько вооруженных охранников. Они отталкивают Рена и удерживают девушку, готовясь ударить ее электрошокером. Рен нападает на охранников и замораживает Аюми, чтобы они могли убежать, но один мужчина делает предупредительный выстрел ему в ноги. Рен использует свою магию огня, чтобы расплавить пистолет, и говорит ему не связываться с семьей Канаджи. Охранники шокированы, услышав это имя, но затем они объявляют, что они из семьи Суйоа, и тебе тоже не стоит затевать с ними драку. Рен шокирован, так как он знает, что семья Суйоа – величайшие пользователи магии Земли, чья сила сравнима с силой семья Канеджи. Охранники говорят ему оставить девочку, потому что она их собственность. А он становится женоподобным и говорит им, что она ничья собственность. Он задается вопросом, стоит ли ему рисковать ссорой между их семьями, и в конце концов решает пойти по пути простака и окружить девочку защитным экраном, приказывая охранникам оставить ее в покое. Они убегают, но не раньше, чем скажут ему, что он заплатит за это. Аюми благодарит Рена, а затем просит его
оказать ей последнюю услугу и отвезти ее в место, которое она очень хочет посетить. Он принимает ее просьбу и успокаивает ее тревогу, в то время как семья Суба связывается с Джуго по поводу того, что он украл их собственность. Джуго рассказывает об инциденте Аяна, которая шокирована, узнав, что Рен что-то украл. Джуго беспокоится о мальчике, так как он не берет трубку и боится, что кто-то из членов семьи может попытаться напасть на него. Джуго обратился за помощью в специальный отдел полиции и сказал Аяна, чтобы она была наготове. Когда она уходила, он спросил ее, есть ли у нее личный номер или номер телефона для экстренной связи с Казумой, потому что он мог бы помочь в этом деле. Аяна говорит, что у нее нет причин иметь его личный номер, и выходит из комнаты, все еще расстроенная тем, что он ушел из ресторана, не оплатив счет раньше. Тем временем Казума катается верхом на фее Тине, которая посылает изображение его сокровища прямо ему в голову. Она отказывается сказать ему, было ли это яйцо или семечко, но Казума думает, что сможет найти сокровище, просто взглянув на изображение и установив личность преступника. Его удивило, что ворами были никто иные, как семья Сива, которые были известны как величайшие мастера магии Земли. Казума знал их как бессердечную и хитрую семью, у которой нет ни чести, ни стыда, и он пытался уничтожить их в течение довольно долгого времени. Он говорит, что это отличный шанс напасть на них, и теперь Тиана боится его. Казума добирается до базы семьи Сува, и землетрясение говорит им о том, что они уже в пути. Он направляет свой ветер, чтобы найти волшебное сокровище, но обнаруживает, что его нет в их особняке. Тиана впадает в панику, услышав это, и боится, что ее убьет вождь ее клана. Однако Кадзума говорит ей прекратить паниковать и сосредоточиться на голосах, доносящихся из особняка. Они слышат, как слуги докладывают женщине по имени Курёха о несчастном случае, в результате которого они потеряли сокровище. Казума опешил, услышав ее имя, потому что до него доходило много неприятных слухов об этой женщине. В особняке Корех командует слугами семьи Сива от имени своего больного отца и хочет во что бы то ни стало заполучить сокровище до завтрашней торжественной церемонии. Услышав это, Кадзума понимает, что грандиозная церемония, о которой они говорят, проводится для того, чтобы остановить извержение вулкана Фудзи. И насколько ему известно, это отвратительное событие. Тиана хочет знать, какое отношение их сокровище имеет к церемонии, но прежде чем Казума успевает что-либо сказать, появляется Кезбатим и использует свою гравитационную магию, чтобы заставить его упасть со скалы. Казума в шоке, потому что люди, использующие магию Земли, не должны были заметить его присутствие, когда он парил в воздухе. Он прорвался сквозь ее гравитационный контроль и разбил стеклянную крышу, чтобы попасть в зал, где находится Курёха и ее слуги. Слуги атакуют Казуму кристаллами акулы, но он разбивает их все порывом ветра. Курёха потрясена, увидев, как он использует магию ветра, а затем внезапно Тиана падает и ударяется о голову Казумы. Семья Суба потрясена, увидев фею, и Казума воспользовался этим шансом. Он поднимает потерявшую сознание Тиану и объявляет войну семье Суба от имени фей, чьи сокровища они украли. С этими словами Казума улетает в безопасное место, где раскрывает Тиане следующий шаг своего плана. Он хочет дождаться, пока семья Суба найдет сокровище, и когда они вернут его домой, он поймает их на месте преступления и свершит над ними правосудие. Он смеется как сумасшедший, думая, что будет забавно уничтожить их семью. Пока они ждут каких-то действий, Тане становится скучно с Казумой, и она просит его хотя бы рассказать ей, зачем семье Сува нужно волшебное сокровище, чтобы остановить извержение вулкана. Он рассказывает ей историю возникновения церемонии, которая началась 300 лет назад. В то время произошло мощное извержение вулкана, и выброс энергии породил гигантского зверя, который принес много разрушений. Семья Цуо столкнулась с этим лицом к лицу, и их глава заключил контракт с королем духов земли, и с помощью своих сил ему удалось запечатать чудовище. Однако семья погибла после столкновения с таким могущественным монстром, и даже печать, которую он наложил на нее, была недостаточно прочной, чтобы удержать его. Отключен навсегда. Казума утверждает, что печать действует только в течение 30 лет, и именно поэтому они провели грандиозную церемонию, чтобы запечатать монстра. Церемония требует, чтобы один человек из семьи Сува потратил всю свою магию и жизнь на то, чтобы запечатать монстра, и когда он это сделает, он умрет. Танган в ужасе слышит, что они пожертвовали членом своей семьи, но все еще не понимает роли сказочного сокровища в этом. Тем временем Рен находится с Аюми и по ее просьбе везет ее посмотреть на прекрасное море. Она извиняется за то, что заставила его сделать все возможное, чтобы выполнить ее последнюю просьбу. Рен недоумевает, что она имеет в виду, но затем Аюми внезапно прижимается к нему, и он забывает обо всех своих вопросах. Сью думает о нем. Они садятся в поезд, где Аюми говорит Рёну, что вернется к семье Сью после того, как увидит океан. Он спрашивает ее, почему она хочет поехать туда, где с ней так плохо обращаются, и она грустно улыбается, когда говорит ему, что у нее есть больше некуда возвращаться. Вскоре они выходят из поезда на конечной станции и наслаждаются своим маленьким свиданием, на котором Рен просит Аюми поехать с ним в семью Канаджи, если она захочет, потому что они могут защитить ее. Она качает головой, когда говорит ему, что она член семьи Мэйн Сива, а затем спрашивает его, знает ли он о грандиозной церемонии, которую проводит ее семья. Рен слышал об этом, но потом внезапно понял причину, по которой Аюми была такой грустной. Она должна была стать жертвой. Он зол из-за того, что ее семья убивает ее, но она говорит
говорит ему, чтобы он не слишком переживал по этому поводу. Она утверждает, что это необходимо сделать, потому что если ее не принести в жертву, произойдет извержение вулкана, которое унесет жизни многих людей. Она довольна тем, что ее жизнь будет полезна всем и спасет их от катастрофы, но перед этим она хочет сделать некоторых счастливыми воспоминания. Аюма утверждает, что у нее нет никаких настоящих воспоминаний, потому что, по-видимому, чьи-то воспоминания были заложены в ее мозг. Именно поэтому она хотела увидеть многое своими глазами, чтобы создать какие-то реальные воспоминания, и именно поэтому она тоже хочет увидеть море. Ран тронут ее рассказом и обещает Аюме, что защитит ее любой ценой. Он просит ее перестать говорить такие вещи, будто она хочет умереть, и он обязательно найдет способ остановить извержение вулкана, одновременно спасая ее жизнь. Аюме счастлива слышать его слова и надеется, что они сбудутся. После этого они отправляются к морю, и Аюме очень хочется поплескаться в нем. Рен хочет дать ей бонус, поэтому он использует свою магию огня, чтобы создать для нее искусственный закат. Его жест тронул ее до слез, и она сказала, что очень рада, что встретила такого доброго мальчика, как он. Как раз в этот момент два человека из семьи Сува приходят туда и говорят мне, что если у нее остались хорошие воспоминания, она может вернуться с ними и сыграть свою роль в церемонии. Я называю девочку Маюми, и Рен выглядит удивленным, когда спрашивает ее, не является ли она ее старшей сестрой. Маюми не воспринимает эти слова по-доброму и говорит, что не хочет, чтобы ее сравнивали с жалкой девчонкой. Аюми вздрагивает, услышав это, и тогда Маюми просит Сарина вернуть собственность семьи Цва. Прежде чем он успевает ответить, Аюми возвращает ему куртку и уходит, поблагодарив его за все. Она подходит к Маюми, которая дает ей пощечину. А затем даже ее слуга избивает бедную девочку, обвиняя ее в том, что она сбежала, чтобы Маюми могла быть принесена в жертву вместо нее. Он бьет ее головой о пол, а затем топчет ногами. Рен не может спокойно смотреть на это и нападает на мужчину, говоря, что не потерпит, чтобы девушку домогались у него на глазах. Он заявляет, что защитит Аюми, а ее сестра приказывает слуге позаботиться о мальчике. Слуга отправляется сражаться с Реном и говорит ему, что все, кому нужна земля, чтобы стоять на ней, находятся в невыгодном положении против тех, кто использует магию земли. Он манипулирует песком, чтобы атаковать Реда, который может только уворачиваться и убегать. Он находит временное облегчение, стоя на бревне и размышляя, что же ему теперь делать. У него появляется идея, но прежде чем он успевает воплотить ее в жизнь, слуга нападает на бревно и заставляет его потерять равновесие. Рен приказывает духам огня помочь ему и окутывает себя пламенем, в то время как слуга также собирает духов земли, чтобы прикончить его. Однако его магия не активируется, и он понимает, что Рен использует свой огонь, чтобы расплавить песок у себя под ногами и превратить его в магму, которая попадает ему под ноги. Контроль. Рен объявляет, что теперь его очередь атаковать, и запускает мощное пламя в сторону слуг, которые не могут заблокировать его с помощью магии. Его песчаная стена. Служанка поджаривается и падает на землю, а Рен поворачивается к Маюме, чтобы сказать ей, что она следующая. Однако она приказывает своему слуге встать, а он король симпов, поэтому по ее команде готовится к бою, несмотря на свои травмы. Затем Маюми берет Аюми на руки и насмехается над Реном, говоря, что у него странные вкусы, если он может любить такую куклу, как она. Она утверждает, что Аюми даже не настоящий человек, потому что она была создана путем клонирования ее ДНК. Она говорит, что хотя девочка выглядит на 12 лет, ей всего месяц, и ее воспоминания также скопированы с нее. Рен не может в это поверить, но Аюми говорит, что это правда, что она клон, созданный для принесения в жертву во время торжественной церемонии. Он падает на колени, обдумывая этот шокирующий поворот сюжета, а Маюми отламывает еще один кусочек труднопроглатываемого ньюсдама. Она утверждает, что даже если Аюми не будет принесена в жертву, она проживет не больше нескольких месяцев, потому что была создана без особой подготовки. Внезапно появляется Аяна и смотрит на Рена, стоящего на коленях. Она спрашивает Миюми, что они с ним сделали, и та отвечает, что они не причинили физического вреда ее двоюродному брату. Аяна идет проведать Рена и детектива из места Миюми Кири, которая принесла рыжую одежду. Она просит ее передать ее сообщение семье Канаджи и сказать им, что они не будут выдвигать обвинений за глупые действия своего сына. Но в следующий раз им следует быть более осторожными. Пора. Меня увозит Юми, но Кири знает, что проблемы семьи Цва еще не закончились. Возмутитель спокойствия Кадзума ждет снаружи дома семьи Цва. Он будет феей спящих у него на голове и говорит ей, что их цель достигнута. Когда Маюми и Аюми выходят из машины, Тина замечает сокровище фей внутри Аюми. Она говорит Казуме, что пора приниматься за работу, и ты должен забрать сокровище обратно, даже если ему придется ее разрезать. Однако Казума планирует пока вернуться домой, потому что вместо того, чтобы забирать сокровище так рано утром, он хочет забрать его прямо сейчас. Посреди церемонии, чтобы увидеть опустошенное выражение на лицах семьи Сива. Внутри особняка находятся Маюми, ее клон и ее служанка греческая Кура, которая испытывает облегчение от того, что они нашли девочку. Она отпускает служанку, а затем забирает двух девочек куда-то с собой. Сим, слуга, замечает их и на следующее утро идет
идет спросить Кураху, почему его хозяйка до сих пор не вернулась в свою комнату. Она смеется над его пустыми угрозами и решает вознаградить его за его неистовую преданность. Она ведет его в святилище семьи Сува и показывает ему гигантскую хрустальную колонну в центре пещеры. Кира велит слуге внимательно заглянуть внутрь колонны, и он отправляется на поиски Миюми. Он требует объяснить, почему она оказалась в ловушке, и Кирая говорит ему, что из-за того, что Аюми сбежала в последний момент, окончательные корректировки сделать не удалось. И ее будет недостаточно, чтобы завершить церемонию. Именно поэтому они попросят Миюми одолжить ей немного силы, чтобы завершить церемонию. Кира заверяет простого лорда, что его господину не грозит смертельная опасность, но все может принять другой оборот, если кто-то помешает им. Она рассказывает ему о Казуме, который пришел объявить войну их семье от имени фей, и говорит, что он обладает силой, равной ее силе. Слуга опустошен, потому что понимает, что не может защитить Миюми от такого могущественного врага. И Корея спрашивает его, имеет ли он в виду огромную силу, которая может помоги ему защитить своего дорогого хозяина от всего на свете. Она предлагает ему силу, в которой он нуждается, и он без колебаний принимает ее. После этого Кюри отправляется к своему отцу, которого она превратила в камень, чтобы помешать ему вмешиваться в ее планы. Он утверждает, что никогда не хотел помешать ей провести грандиозную церемонию, но его не радовали ее амбиции. Курея насмехается над ним, говоря, что если бы он хотел остановить ее амбиции, то мог бы попытаться поговорить с ней, прежде чем покушаться на ее жизнь. Однако он с треском провалился, и теперь его наказанием стало то, что он оказался в каменной ловушке. Она говорит ему, что собирается использовать даже Миюми для церемонии, и просит его не двигаться и своими глазами увидеть конец семьи Цуба. Она спускается из пещеры рядом с хрустальной колонной, думая, что сегодня вечером ее амбиции осуществятся. Тем временем в доме Кеннеди Джуга получает звонок от семьи Сива, которая говорит ему, чтобы он больше не позволял членам своей семьи вмешиваться в их церемонию. Как только звонок заканчивается, Аяна заходит в его комнату, и Джуга говорит, что он разговаривал с Реном ранее, и он все еще слишком взволнован, подавлен из-за того, что случилось с девушкой. Однако он знает, что они не имеют права вмешиваться в грандиозную церемонию, проводимую семьей Сума, и советует Аяна не поддаваться эмоциям. Она соглашается и говорит, что не совершит ничего безрассудного, а потом идет к Рёну, который в депрессии сидит у пруда. Она сталкивает его в пруд, когда он не отвечает на ее зов, и спрашивает, почему он бросил девочку. Он не уверен, что она имеет в виду, и она говорит ему, что когда семья Цуа забрала ее, он сидел там побежденный и ничего не сделал, чтобы остановить их. Рен отвечает, что он не знает, что делать, потому что Юме — это клон, который создан специально для того, чтобы носить имя Юми. Бремя церемонии. И Дана говорит ему, что это не имеет значения, потому что они стали друзьями, и он должен сделать все, что в его силах, чтобы помочь своему другу. Рен глубоко задумывается над ее словами и ведет внутренний монолог, задаваясь вопросом, что ему следует делать. Он чувствует, что должен позволить принести в жертву своего друга, чтобы остановить извержение вулкана, но затем он начинает плакать, осознавая свои истинные чувства. Он хочет снова увидеть Аюми и извиниться перед ней за то, что бросил ее раньше. Именно это Аяна и хотела услышать. И он говорит Рёну, что они должны пойти быстро пробраться в дом Цуа, но только для того, чтобы извиниться перед Аюми и ни перед чем больше. Однако они не знают, что Аюми готова к церемонии. Охранники сопровождают ее в пещеру, где ее ждет Корея. Она насмехается над ней из-за того, что ее бросил бойфренд, и хотя она просит ее не обращать на это внимания, она продолжает говорить об этом. Она говорит ему, что люди глупые создания, которые могут слишком сильно увлечься своими эмоциями. Внезапно к ней приходят слуги и рассказывают о двух магах огня, использующих незваных гостей, и Аюми сразу понимает, что Рен пришел за ней. Снаружи Аяна поджаривает слуг семьи Тува, потому что они нашли их и напали на них первыми. Рен напоминает ей, что она говорила о том, чтобы незаметно пробраться внутрь, но она говорит, что корабль уже отплыл. Внезапно слуги атакуют их каменными осколками, и Рен говорит им, что он здесь не для того, чтобы вмешиваться в ее церемонию, и уйдет после встречи с Аюми. Однако Аяна не так терпелива, и она бомбит парней и открывает путь для продвижения вперед. Внезапно с неба падает каменный голем и преграждает им путь. Аяна атакует его своей магией огня, но это не наносит ему никакого урона. Голем выживает, говоря, что теперь такие слабые атаки ему ничего не сделают, и Рен узнает голос слуги, с которым он сражался. Голем стреляет в незваных гостей каменными пулями, но Аяна сжигает их своим огненным мечом. Она говорит Рену, чтобы он шел вперед и встретился со своей девушкой, пока она позаботится о большом парне. Он не уверен, но когда она приказывает ему, он бежит вперед. Голем не собирается отпускать его и выставляет из земли дополнительную руку, чтобы схватить его. И Дана бросается спасать его и ударяет по ободранной руке своим огненным мечом, но это ничего не дает, и голем отталкивает ее ногой. Она удивляется, почему ее огненный меч не действует на голема, и он говорит ей, что сопротивляться бесполезно. Он берет Рена в руки и угрожает раздавить его, если кто-нибудь из них посмеет сделать хоть шаг. Рену больно, и он спрашивает у повелителя симпов, когда он стал таким уродливым. Симпов говорит ему, что эта форма – результат обретения огромной силы, необходимой ему для защиты своего хозяина. Он объясняет, что жизнь Маюми была бы в опасности, если бы кто-то вмешался в церемонию, поэтому он стал могущественным, следуя секретной технике Кури, и отказался от своей человечности, чтобы спасти своего хозяина. Рен начинает потеть, потому что не может соревноваться с ним в турнире Азимп, но затем он находит
находит способ убедить ему кажется, что он все делает неправильно. Он утверждает, что если он умрет, защищая своего хозяина, она будет опечалена, но простой лорд не хочет слышать его слов. Читает лекцию и пытается впечатать его в землю. К счастью, как раз в этот момент на место происшествия прибывает Казума и отрубает голему руки и туловище, чтобы спасти своего брата. Аяна удивляется, увидев его, и спрашивает, зачем он здесь. А Тангьяна появляется из-за его спины и начинает говорить, что наняла его прямо сейчас. Казума не дает ей раскрыть правду и говорит, что это долгая история. Он также советует Аяне и Рёну быть осторожными, так как голем еще жив. Части его тела ползут навстречу друг другу и мгновенно соединяются, и Казума спрашивает, что здесь происходит. Рен рассказывает ему о простом господине, который пожертвовал своим телом, чтобы защитить своего хозяина. Казума испытывает отвращение, услышав это, потому что он знает, что это старый обычай семьи Сива жертвовать чем-то ради защиты другого. Когда Сим Голум просыпается, он вспоминает тот момент, когда Маюми поцеловала его ни с того ни с сего. Она сказала ему взять на себя ответственность, потому что это был ее первый поцелуй. Он ничего не понимал, пока Маюми не сказала ему, что ее собираются принести в жертву, чтобы предотвратить извержение вулкана. И именно поэтому ей нужен был кто-то, кто любил бы ее и поддерживал до конца. В тот день он поклялся ей в вечной верности и решил пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить ее от любой угрозы. Он встает и говорит Казуме и его друзьям, что они не смогут победить его, и он не позволит им пройти. Айдана спрашивает Казуму, что им следует делать, и он думает, что если оторвать его от земли, то это ослабит его регенеративные способности. Внезапно Рённа спрашивает своего брата, пожертвует ли он своей жизнью, чтобы спасти его, и Казума отвечает, что даже если он спасет его, это будет бессмысленно, если он умрет. Он утверждает, что они все должны выжить и жить долго и счастливо. И это был именно тот ответ, которого ждал Рен. Он идет к голему, полной решимости справиться с этой ситуацией самостоятельно. Рен говорит ему, что их семья слишком увлечена идеей о том, что жертвовать чем-то важно, чтобы защитить то, что важно для них самих. Он заявляет, что это неправильный образ мышления, и все должны жить счастливо друг с другом. Сим говорит ему, что у них нет такого выбора, потому что их судьба связана с тем, чтобы остановить извержение вулкана. Рен думает, что настоящий враг, которого они должны победить, это вулканическое чудовище, но Симпу надоела его пустая болтовня, и он атакует его гигантской земной волной. Рен контратакует огнем, который проникает сквозь землю и поражает голема, в то время как волна все еще приближается к нему. Казума сдувает ее своим сильным ветром и говорит Аяна внимательно следить за тем, что делает его брат. Голем вздрагивает от боли, когда огонь Рена обжигает его, и его тело начинает распадаться, пока полностью не разрушается и Симп не освобождается от каменной брони. Аяна была шокирована, потому что даже ее огненный меч не смог нанести голему урон, и Казума говорит ей, что в отличие от нее, Рен нацелился на него. Агенты, которые превратили человека в голема, не причинив ему вреда. Она шокирована тем, что Рен может использовать техники такого высокого уровня, которые даже она не может использовать. После этого Рен говорит Казуме, что он понял, что настоящий враг, которого они должны победить, это зверь, запертый внутри вулкана. Аяна против этой идеи, но Казума находит это забавным и говорит, что его брат определенно пошел в него. Пока они припирались, в их сторону полетел гигантский валун. Они увернулись от него, и Аяна выхватила свой огненный меч, чтобы атаковать Куру, которая послала в них валун. Однако ее огненный шар даже не коснулся ее и упал на землю. Она спустилась с небес и назвала простого лорда жалким из-за того, что он проиграл, несмотря на то, что поделился с ней своей силой. После этого она повернулась к Казуме, который спросил ее, получила ли она от зверя силу управлять гравитацией. Карета поставила ему высокие оценки за его дедукцию и сказала, что она позаимствовала силу у великих битов, которые ее семья хранила запечатанными. И Рен и Казума понимают, что она последний босс в этом раунде и готовятся сразиться с ней. Однако Казума хочет, чтобы Рен поговорила с его девушкой первой и отправила ее в полет на ее место. Ветер ведет его в особняк и через различные двери в пещеру, где Аюми готова провести церемонию. Рен падает на землю, задаваясь вопросом, почему его брат отослал его прочь, но затем он видит Аюми перед собой и понимает, что нашел ее с помощью магии ветра в пещере. Продвигайся вперед. Они оба рады видеть друг друга, но охранники стоят перед ним и спрашивают, что он здесь делает. Ран уверенно заявляет, что 1 числа он был здесь только для того, чтобы в последний раз увидеть свою девушку и извиниться за то, что подвел ее вчера. Но теперь он понял, так дело не пойдет. А теперь, если он хочет спасти ее, то и Маюми вместе с ней. Рен заявляет, что он никому не позволит умереть, и они будут сражаться вместе, чтобы победить зверя. Охранники говорят, что это невозможно, и угрожают выгнать Рена силой. Но когда он говорит им, что дважды победил простого лорда, они понимают, что не могут встретиться с ним лицом к лицу. Они убегают, оставляя Рема с Аюми. Он говорит ей, что они победят зверя, и никто не будет принесен в жертву, но она не готова в это поверить. Она чувствует, что холм взорвется, если ее не принесут в жертву, но Рен уверяет ее, что должен быть другой способ справиться с этой проблемой. Аюми тронута и спрашивает Рена, почему он готов зайти так далеко ради нее, когда ей суждено скоро умереть, даже если она жива, не принесен в жертву. Рен говорит ей, что если ее жизнь коротка, они должны ценить ее еще больше, и он обещает осуществить все ее мечты, это правда, если она пойдет с ним. Его Рис дозвонился до Аюми, которая сказала, что хочет прожить с ним долгую и счастливую жизнь. Пока они романтично смотрели друг другу в глаза, Казума подошел к ним и представился девушке своего
брата. Рен спрашивает ее, где Аяна, и узнает, что Казума использовал ее как приманку, чтобы занять Курию. Рен не слишком рад этому, но Казума говорит ему поспешить на улицу, потому что им нужна его помощь в победе над чудовищем. Прежде чем они уйдут, Рен просит Казуму освободить Маюми от кристалла. Он разрезает часть кристалла, освобождает Маюми и удерживает ее, пока она не упала на землю. Однако он не знал, что хрустальная колонна поддерживала пещеру, в которой они находились, и теперь, когда она разрушена, Бакега начинает разрушаться. Выход также заблокирован, поэтому Казума решает пробить крышу, чтобы сбежать. Он использует свою мощную ветреную дрель, чтобы открыть отверстие наружу и утащить всех за собой. Он начинает искать Аяны и находит район, где она воюет с Кореей. Он решает немедленно отправиться к ней, но тут его внимание привлекает старческий и слабый голос. Казума немедленно спускается вниз, увидев скалу странной формы, и Аюи заявляет, что он глава семьи Цуа. Он хочет знать, что здесь происходит, но окаменевший человек только просит его остановить Киру перед смертью. С другой стороны, Корея сражается против Аяна, которая использует против нее свою магию огня. Но гравитационная магия Киры поглощает все ее атаки и заставляет их взрываться, чтобы удержать ее на задней ноге. Она говорит Аяна, что даже могущественная семья Канаджи ничего не стоит перед мощью вулканического зверя. Кури вспоминает, как она родилась без способности владеть магией Земли. Именно поэтому она стремилась к великой силе, и скоро она получит все это в свое полное распоряжение. Она продолжает атаковать Аяна своей гравитационной магией, и как бы она ни пыталась контратаковать, Аяна не может противостоять ей. К счастью, вскоре она придумывает способ прекратить проигрывать Корее. Она использует магию пламени широкого спектра действия против своих цепких сфер, которые сжимаются и исчезают после того, как их сжигает интенсивное пламя. Несмотря на то, что она действует уверенно, Аяна знает, что долго так не протянет, и задается вопросом, когда же Казума вернется. Заговори о дьяволе, и Казума прибудет туда со всей бандой. Аяна в ярости из-за того, что он снова ее бросил, и пинает его, но он легко блокирует ее и замечает, что белый цвет ей не очень идет. Аяна краснеет и отступает назад, но потом она видит, что Рен спас свою девушку и поднимает его на ноги. Пока они разговаривают, Казума замечает неожиданную атаку сзади и использует ветряной клинок, чтобы пробить гравитационную сферу Киры. Казума заявляет, что теперь она не может проводить торжественную церемонию, потому что Аюми и Мауи были освобождены. Но Корея непреклонна в проведении церемонии и говорит, что заберет их обратно силой. Она говорит, что роль семьи Цума заключается в том, чтобы запечатать зверя. Кадзума говорит ей перестать блефовать и просит ее признать, что она всего лишь хочет украсть всю силу зверя. Кира в шоке, когда Кадзума говорит ей, что ее отец проболтался прямо перед смертью. Аяма говорит, что одному человеку невозможно удержать силу, исходящую от вулканического зверя, а Казума отвечает, что церемония позволит Кюре управлять этой силой. Аяна спрашивает, зачем ей столько силы, и Казума отвечает, что она такая же неудачница, как и он, в семье волшебников. Курия набрасывается на него, спрашивая, что он знает о жестокой жизни, которую она прожила. Казума отвечает, что ему все равно, и говорит ей, что она упускает из виду самое главное. Он напоминает ей, что простой лорд превратился в камень, когда поглотил силу зверя, но она все еще выглядит как обычный человек. Кира не понимает, на что он указывает, и Казума объясняет, что зверь, должно быть, передал ей часть своей силы сразу после ее рождения. Именно поэтому она не могла использовать магию Земли, и зверь использовал ее как средство для своего воскрешения. Кириха ошеломлена и говорит, что зверь не может контролировать ее жизнь, чтобы освободиться. Она спрашивает, как зверь, который был заперт во тьме Земли, может контролировать ее жизнь, и Кезума кое-что понимает из ее слов. Он спрашивает ее, случайно ли зверь заперт внутри пещеры с хрустальной колонной, и, как она утверждает, он понимает, что все испортил. Все идет по-крупному. Аяна трясет его и просит рассказать ей о новостях, и он нервно говорит, что разбил кристалл, и во время побега из пещеры я проделал большую дыру. Услышав это, Пурея впадает в панику, так как это означает, что печать на звере уже ослаблена и не подлежит восстановлению. А затем внезапно земля начинает грохотать, и красная аура покрывает вулкан. Красная энергия концентрируется над разрушенной пещерой, и из нее вырывается гигантский столб лавы. Кира чувствует это всем своим существом, когда вулканический зверь высвобождается, и она падает на землю, крича от боли. Гигантский зверь, похожий на черепаху, ревет, появляясь из-под земли. Он отзывает силу, полученную от Курехи, и завершает свое существование. Казума говорит, что они должны уничтожить зверя до того, как он покинет эту область, и все следуют за ним, чтобы сражаться. Рен тоже собирается присоединиться к нему, но Аюми держит его за руку, потому что беспокоится за него. Он уверяет ее, что обязательно вернется, и они будут жить долго и счастливо, и он отправляется с Казумой, который доставляет его и Аяна к чудовищу. Рен поражает чудовище своим пламенем, а затем Казума использует мощный клинок ветра, чтобы разрубить его, но обе атаки оказываются бесполезными. Казума подает сигнал Аяна, который использует свой огненный меч на полную мощность, но черепаха отклоняет даже это и отбрасывает ее прочь. Казума ловит ее до того, как она попадает под лавовый пол, и пока он
он насмехается над ней из-за ее слабости, чудовище готовится начать атаку на нее. Они едва успевают убраться с его пути, как зверь открывает огонь и сравняет с землей все пространство перед ним. Поскольку Аюми беспокоится, что Рен увидит драку, Карио просыпается и в ярости начинает неосознанно использовать магию земли. Она в ярости на чудовище, которое отняло у нее все, и приказывает духам земли даровать ей силу. С другой стороны, Казума и его семья продолжают нападать на черепаху, и вскоре он понимает, что их атаки даже не связаны со зверем, который использует свою огромную духовную силу. Сила как барьер для отражения их атак. Аяна говорит ему перейти в режим наемника, но он считает, что использовать эту силу слишком опасно, потому что он может использовать ее только в течение 5 минут. А после этого ты станешь легкой мишенью. Он хочет, чтобы был способ ослабить защиту зверя хотя бы на минуту, и его желание исполняется, когда из земли вырастают каменные шипы и ограничивают зверя. Кирахет выплескивает свою ярость на чудовище, которое разрушило ее жизнь, и теперь, когда он лишил ее силы, она может использовать свою магию земли. Однако ее шипы разбиваются, когда они касаются зверя, и она не может ничего сделать, кроме как проклинать его. Зверь атакует ее силой притяжения. Кирая испарилась, не оставив после себя и следа. Не теряя ни секунды, Рин обрушивает на зверя шквал атак, и тот пробивает землю, отправляя его в полет. Казума ловит его и поднимает на более высокую позицию, откуда он продолжает атаковать зверя. Аюни все видит и понимает, что такими темпами им не победить. Слова Рена, который просит ее провести с ним всю свою жизнь, эхом отдаются в ее голове, и она решает посвятить ему свою жизнь. Она начинает торжественную церемонию, и излучаемое ею сияние ослабляет силу зверя. Рен понимает, что она делает, и говорит ей остановиться, потому что она умрет, если завершит церемонию. Кадзума утверждает, что Июми лучше всех знает правду, но несмотря на опасность, она решила бороться, чтобы жить с ним. Кадзума спрашивает его, что он сделает, чтобы жить с ней, и Рен заявляет, что убьет чудовище немедленно. Он просит Казуму и Аяну одолжить ему свои силы, и они только этого и ждали. Казума открывает врата духа и активирует силу подрядчика. Он взлетает высоко и использует мощный ветер, чтобы поднять черепаху высоко в небо, обнажив ее слабое брюшко. Аяна и Рен бегут к ней и, объединив свои силы, наносят огненный удар, который проделывает дыру в теле зверя. Казума уверен, что победа уже близка, и он посылает циклон внутрь дыры, чтобы полностью уничтожить зверя. Зверь взрывается, и Рен падает на землю. Он восклицает, что они победили, но, обернувшись, обнаруживает Аюми без сознания. Он бежит к ней, а Казума и Аяна присматривают за ним, и она хочет помочь Рену. Однако Казума останавливает ее и говорит, что ей некуда идти. Затем он объясняет, что нет никакого смысла в том, что 12-летний клон может быть создан всего за 1 месяц. Он думает, что секрет этого кроется в том, что сделал ее отец. В этот момент к ним присоединяется фея Тиана и говорит, что умерший глава семьи Суву украл сокровище феи, яйцо, из которого рождается их новый вождь. Кадзума объясняет, что мужчина, вероятно, использовал яйцо феи для роста Саюми, и поскольку она была создана в такой спешке. Очевидно, что произойдет с ее телом, когда она использует свои силы. Аяна в ярости спрашивает Казуму, почему он не помешал ей использовать свою силу, когда узнал о ее судьбе, и он отвечает, что если бы он это сделал, все они были бы уже мертвы. Аяна спрашивает его, за что они вообще боролись, за жизнь ли Надиюми, и спрашивает Казуму, не мог ли он что-нибудь сделать как подрядчик. Он извиняется за свою слабость, и Аяна опирается на него, а также просит прощения за то, что вымещает все это на нем. Казума гладит ее по голове, говоря, что на этот раз они оба были слишком слабы, чтобы спасти девочку, и им следует стать сильнее, чтобы защитить следующего нуждающегося человека. Тем временем Рен идет к Аюми, которая говорит, что не чувствует, что сможет сделать это сейчас. Он попросил ее перестать быть негативной и пытается дать ей ложную надежду на то, что она выживет. Однако Аюми знала, что ей не суждено прожить долго, поэтому она счастлива, что смогла прожить свою жизнь с ним. Маюми тоже просыпается и извиняется за то, что плохо с ней обращалась, а затем внезапно тело Аюми начинает распадаться. Рен плачет из-за нее, но она с улыбкой просит его отослать ее прочь. Он подчиняется и улыбается сквозь слезы, когда говорит ей, что любит ее. Она шепчет ему на ухо, что тоже любит его, а затем превращается в песок. Кадзума и Аяна прибывают туда как раз в тот момент, когда она распадается на части, и из ее мертвых останков выпадает волшебное яйцо. Рен много плачет, и даже спустя долгое время он не расстается со своей первой любовью. Он сидит на пляже и думает, как он мог спасти Июми, когда к нему подходит Казума и говорит, что девочка была счастлива по-своему.